Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас будет ролик, ну, может быть, не совсем привычный. В общем, сидела я тут как-то дома и общалась с ребятами в солнечном клубе. Мы решали, как мы будем проводить новогодний стрим, а точнее у нас воскресенье, где я как раз каждое воскресенье, вы знаете, провожу прямые эфиры на темы, которые выберут ребята в своем солнечном клубе. И мы думали, что же делать. 31 число, у многих все-таки праздник, не все отмечают, но день такой разгрузочный, кто-то там на горках катается, кто еще чем занимается, и не сильно хочется что-то такое тяжелое делать. Мы подумали, и у нас были такие мысли, а что бы нам вообще не поделиться итогами года. И не сколько на вот этом стриме, сколько вообще посмотреть, а что, как прошел наш год, как сильно мы изменились, к чему пришли. Ведь такой, знаете, под конец года обычно перед Новым годом люди любят вот эти вот итоги подводить какие-то своего года и также, допустим, планировать что-то в новом году, то есть каким я себя хочу видеть, что я хочу реализовать и так далее. Ну, насчет того, что я хочу реализовать, я знаю, но я предложила ребятам: ребятки, а что бы нам, у нас как раз солнечный клуб, да и вообще многие там на канал мой пришли год назад или как-то вот начали работать над собой, что какие изменения у вас были, то есть как вы выросли, как вы по-новому стали жить, может быть, изменения эмоционального фона и так далее. И выложить это все в клубе под хэштегом «Итоги года». Я такая сижу и думаю, а почему бы мне, допустим, то же самое не сделать, только уже немножко выйти за рамки клуба и вообще предложить ребятам на Ютубе, может быть, кого-то нет в клубе, многих нет в клубе, да, но тем не менее они также подписаны на мой канал. Также кто-то давно уже, с самого начала, я знаю, есть ребята, кто за мной наблюдает, кто меня смотрит. Есть ребята, которые недавно пришли. Но неважно даже, что смотрите вы только меня, либо там смотрите еще какие-то каналы, а вообще, в принципе, какой вот у вас рост после там 2020 года, у многих пробуждение началось, или вообще ваш рост после пробуждения. И мне стало интересно, и я вот решила вам предложить, может быть, вы тоже захотите немножко посмотреть на тот путь, который вы прошли, может быть, не только за этот год, а вообще, то есть за последние несколько лет, да, с момента вашего пробуждения, и как-то написать в комментариях мне, допустим, процесс вашего роста, или что, может быть, вам дал мой канал, или еще какая-то информация. И как это вам помогло, что насколько вы выросли. Мне бы было интересно почитать тем, чем вы поделитесь или захотите со мной поделиться. Ну, а также я решила поделиться и с вами тем, что со мной произошло за этот год, и теми изменениями, которые были у меня. И они касаются не только там моего канала или чего-то подобного, но и меня как личности, моего мировоззрения и прочего. Итак, давайте начнем. Наверное, первое, что я хотела бы немножко подвести какие-то итоги себя как блогера. Смотрите, во-первых, мне кажется, я за этот год очень сильно выросла уже как-то в сфере того, что я стала больше внимания уделять не только там тому, что я говорю или что-то, а вообще более как-то серьезно относиться к блогерской деятельности в плане, что вы, может быть, заметили многие, что начали появляться красивые вставочки. Конечно же, у меня есть ребята, помощники, которые мне помогают, которые делают красивые вот такие зарисовки, видео, все. Но, тем не менее, я тоже в этом участие принимаю большое. Я как бы мне хочется сделать красиво все, мне хочется сделать все классно. То есть такая, знаете, очень вдохновляющая работа была. В начале года мне хотелось очень-очень сильно вкладывать в свой канал, в свою работу, потому что мне хотелось сделать для вас как можно всего больше, лучше, чтобы вам было комфортнее. Как бы я в этом себя очень сильно раскрывала. То есть вы, может быть, знаете, что за этот год у меня появился сайт,
Конечно же, его разрабатывала напрямую не я, один очень хороший человек, который мне сейчас тоже очень много помогает по технической части. Замечательный вообще парень, который и занимается разработкой сайта, и делает хэштеги, допустим, ведет солнечный клуб, все технические моменты ботов, всего. В общем, спасибо ему огромнейшее. Просто он старается, делает все на высоте. И я очень рада, что я встретила вообще таких ребят, которые вот это вот все умеют делать, очень такие творческие тоже, как и я, которые стараются для людей, как бы хотят сделать, чтобы было все красиво, здорово и классно. Также я сосредоточилась на ведении своего телеграм-канала. Вы, конечно же, многие на него тоже подписаны и видели, что я стараюсь, записываю тоже что-то туда. Иногда записываю какой-то контент из разряда вон, то есть из последних, то, что я записывала, это МК Ультра. Я пыталась рассказать в рамках что-то вот более-менее такое, менее трэшовое, но о трэшовом, о том, что я вижу на тонком касательно вот этой программы оболванивания максимального человечества. Там же я рассказывала про тайные ордены, да и вообще последнее время просто делюсь какими-то своими мыслями, делаю зарисовки, выкладываю что-то интересное. Также там, кстати, выходят, кто не знает, такие коротенькие вырезки со стримов, которые у нас проходят в клубе. И там основные тезисы мы выписываем. И, кстати, ребята писали о том, что спасибо большое за эти тезисы, потому что даже без подписки в клуб, просто читая эти тезисы, многие из них осознают для себя очень важные моменты, и это помогает им в собственном росте. И я очень сильно радуюсь каждому такому моменту, потому что для меня это очень сильно важно, потому что когда я чувствую, что человеку это помогло, на душе у меня всегда становится, знаете, на градус теплее, когда ребята говорят, вот какие-то ваши слова, что-то, какие-то моменты, которые вы озвучиваете, принесли мне такое в жизни осознание, что у меня просто целая гора с плеч упала, и в этот момент я понимаю, что я стараюсь просто не зря, что моя вот эта колоссальная отдача, которую я пытаюсь вообще дать обратно, да, в связь, то есть тот контент, который я делаю, те моменты, то есть личные какие-то моменты общения с людьми в том же самом солнечном клубе и не только, то есть это все требует очень больших моих внутренних ресурсов, и не забывая еще о том, что у меня 3 детей, и некоторые вообще думают, что я не сплю. В принципе, никогда не сплю. Вот. Ну, это, конечно же, неправда и чисто так на смех, но, знаете, я все-таки в каждой ложке меда есть и ложка дегтя тоже, потому что я с самого начала года взяла такой очень-очень сильно большой разгон. Кто очень внимательно за мной следит, видит, что я за этот год реализовала просто огромнейшее количество проектов, в том числе переоформила тот же самый курс по подключкам, сделала его красивым, переписала полностью. Конечно же, в этом мне помогли ребята, безусловно, но тем не менее мною была проделана тоже огромнейшая, колоссальнейшая работа в этом во всем, в том числе новый запуск курса, новое все, то есть там даже 2 было подряд проведено, и там каждый вопрос это как личная консультация, и многие ребята были просто в шоке, когда были на этих курсах, что я действительно личные вопросы разбирала, которые в вопрос-ответах, просто как личную консультацию. И многие говорили, что мать, да ты сошла с ума, просто ты вообще, ты там что, ты вообще живая после этих вопрос-ответов? И я такая, я не знаю, наверное, нет, а может и да. Но я вроде дышу, живу, значит, живая. То есть я настолько выкладывалась прям на максимум. То есть для меня это был важный момент для самой себе, потому что я не люблю халтурить, я не люблю вот что-то такое, поэтому я выкладывалась для себя по максимуму. И, конечно же, вот та самая ложка дегтя,
вылилось мне в том моменте, что некоторые, знаете, такие говорят: вот удаленка, все так классно, все так здорово. А я начала разрываться просто в какой-то момент между работой, между семьей, и у меня вышел момент белки в колесе, реально нереальной белки, когда ты вроде как был на работе, и ты такой приходишь с работы, а там тебя ожидает другая работа, где тебе говорят: ну что ты там отдохнула, да, на своей работе, а вот теперь поработай дома. И ты, получается, в такую систему вошел, где работа становится бесконечной 24 часа, и на отдых у тебя время только во время сна, и то ты не спишь и не отдыхаешь даже во время сна, потому что у тебя маленький ребенок, вот, очень маленький, год, и все, и он просто по ночам не спит, и ты всю ночь не спишь вместе с ним. В общем, это, ребята, полный трэш. Я даже не знаю, как назвать это все, как назвать вот это вот время. Я разрывалась, наверное, на части, и да, у меня, конечно, были моменты проблем с соковыжималкой, в которую я попала, сама себя, да, загнала в эту соковыжималку, и в какой-то момент поняла, что такое выгорание, то есть и правда очень-очень быстро взяла себя в руки, зато поняла, что мой организм не резиновый. Хоть я и резиновая сама, но организм все-таки требует отдыха, и организм все-таки говорит: эй, там, алло, ты ничего, да, нормально, а я как бы тут тоже есть. В общем, ребята, отдых — это очень важно, чего и вам желаю. Я, конечно, понимала о важности отдыха для себя, для своей жизни, но как-то так меня понесло на волнах, что я немножко как бы выпала из этого момента, и буквально полгода я на себе это очень ощутимо все, даже, наверное, больше, чем полгода, потому что я вот в этом во всем моменте соковыжимания такого нахожусь уже, наверное, года 2, если не больше. То есть у меня ребенку, ну да, каналу у меня сейчас получается уже 3 года, наверное, как я его веду с 21-го, сейчас 23-й, ну 2 с чем-то, да, уже 2,5 года. И у меня также вот как раз все вот это время, пока я веду канал, я ходила сначала беременная, потом я родила, потом я сидела с маленьким ребенком. В общем, все для вас, чтобы вы улыбались. И в этом во всем я немножко на себя подзабила, и, конечно же, мне безумно было вообще трешово читать такие комментарии, где мне говорили, что ты что там не охренела отдыхать, или ты что там не охренела, типа, ты тут вообще должна нам, вау, то есть ты должна умереть тут ради нас, вот, ну мы ж тут жертвы такие, значит, ты должна умереть. В общем, ладно, отбросим всю эту лирику. Ну, ребята, честное слово, что я хотела сказать? Уважайте вообще всех вокруг себя. Я, конечно, понимаю, что вот эти люди, которые писали подобную дичь, что ты там нам что-то должна или так далее, они также относятся и к себе, то есть они уже сами себя давно на этот алтарь возложили, уже всем все отдали, и то есть вот это вот понятие жертвенной любви как таковой, типа, и что человек, который помогает другим людям, это должна быть такая жертва, которую где-то распяли, она истекла кровью, померла, да, и потом весь мир об этой жертве помнит. При этом эта жертва, ну, должна это сделать, ну, потому что, ну, наш спаситель, да. В общем, не будьте сами такими жертвами и не пытайтесь загнать в эту кабалу другого человека просто потому что, ну, блин, это трэш. И давайте, наверное, опять о хорошем. Как бы для меня это тоже очередная ступенька такая собственного роста и в первую очередь личностного роста, потому что то, что я могу отметить в этом году, это именно личностный очень-очень большой рост. И я вам говорила, что сейчас вот с 2020 года идет такая очень мощная волна пробуждения и в том числе разрывов вот этих вот каббалистических узлов, которые нам тут навязали. Я вам рассказывала, видео последние делала про галактический отчет свой, про то, что я делала. Кстати,
именно то, что я должна была успеть вот этот отчет сделать, именно это тоже очень хорошо. Гонка по вертикали дала мне вот этот момент нагрузки на то, что я загнала сама себя в какой-то момент, да, где мне помимо одной работы, с которой я приходила на другую работу, еще и третья работа там такая невидимая где-то вырисовывалась. Та работа, которая у меня была на тонком плане, та работа, с которой меня никто не снимал тоже, потому что это была моя личная ответственность, это была та работа, миссия, с которой я сюда пришла, и от нее я отказаться тоже не могла и сказать, ну ладно, там эхей, этот мир как-нибудь подождет, потом как-нибудь. В общем, между трех огней я такая одна, и вот этот вот такой тоже у меня своеобразный треугольник Карпмана образовался, только не Карпмана, а 3 работы. Короче, я в этом году поработала на 3 работах, и это было классно, да. Я узнала, что чувствует человек, который просто работает в 3 смены. Итак, про хорошее. Это дало мне очень большой личностный рост в плане того, что я начала лучше относиться к собственному вот этому вот здоровью, скажем так, в плане отдыха. Я начала прям требовать и говорить, так, я тоже человек, и я тоже должна отдыхать, чего, кстати, не делает тоже вместе со мной 90% населения Земли. Я думаю, вы тоже не являетесь исключением из этого правила. И мне это дало то, что я начала вообще смотреть на себя, и опять же вот эти узлы, которые развязывались, они начали развязываться постепенно тоже, и сейчас у меня идет очередной такой период развязывания узлов. Первый был в 2020 году, где меня просто 2 месяца нереально перло. Это, кстати, тоже, знаете, нагрузка очень большая на ресурсы организма, когда у тебя развязываются вот эти узлы, потому что тебе приходится ковырять очень больные свои точки, самые-самые болезненные, которые у тебя были, это проблемы, которые у тебя там были в школе, допустим, или еще где-то, что ты там неправильно осознал, ситуации какие-то. Я, кстати, на курсе про подключки вот это разбирала, как нам создают такие узлы. Кто был, вспомните 3-й урок или пересмотрите, там об этом говорилось. То есть и также на ютубе я тоже об этом рассказывала, что нам создают ситуации, крючки, за которые нас потом всю жизнь вот так вот дергают для того, чтобы мы вырабатывали гавах. И вот я занималась тем, что вот эти крючки еще выдирала из себя и продолжаю это делать. То есть и вот в плане вот этого роста, когда мы выдираем эти крючки, кстати, да, я мало почему-то на это делала акцент, но сейчас сделаю. Когда мы выдираем вот этот крючок из себя, за который нас дергают, да, чтобы мы вырабатывали гавах, мы личностно очень сильно растем. То есть мы вырастаем не только там, с нас перестают качать, но и мы вырастаем как личность. То есть это дает нам очень сильный прыжок прям вверх, вообще в плане осознания себя, ощущения себя, мира, мировосприятия и многого-многого другого. Меняется просто реальность наша очень-очень сильно, потому что этот крючок был не только краником для слива энергии, но и той самой цепью, которая нам не давала взлететь наверх. То есть это был, знаете, такой каббалистическая цепь, которая у нас на ножке вот так вот раз защелкивалась, помните, как у рабов, так бах, защелкивалась и все, и не давала нам быстро бежать, взлететь. Нам приходилось вот эту вот гирю тащить просто за собой через всю жизнь. Поэтому вот эти вот петли, это петли, которые не только сливали с нас энергию, но эти петли удерживали нас на месте, чтобы мы не могли бежать вперед, лететь вверх и так далее. Кстати, некоторые ребята уже давали мне тоже обратную связь, что у них тоже эти процессы начинаются, то есть кто-то начинает вспоминать какие-то свои моменты из жизни и активно их прорабатывать. Причем, знаете, это из разряда время пришло, потому что когда даже они проходили, допустим, вот по подключкам, и я там рассказывала об этой всей системе тоже, они до конца не понимали, что это такое, а тут бах, и вот это начало все действовать, и каждым свое время приходит к каким-то осознаниям, в том числе сейчас вот эта информация по-новому раскрывается и помогает, допустим, ребятам делать то, что у них происходит. Ну и еще, подводя итоги года, наверное, хочу сказать, что
Самое интересное, наверное, то, что я могу отметить в моем личностном росте и не только, было удивление мое к тому, что я начала вспоминать, то есть, представляете, возвращаться в свои старые состояния, о которых я забыла в круговороте вот этой бытовухи, времени, которое было. Особенно это касалось, наверное, жизни после свадьбы. Может, кто не знает, девочки, да, вот этот вот, ну, и мальчики тоже, кстати, вот это прекрасное чувство, когда ты как бы попадаешь тоже под какую-то такую программу, когда еще вчера ты такой был молодой, свободный, все было классно, ты делал, что хотела, а потом бах, и ты такой, как будто в рабство какое-то попал. Ну, не знаю, причем это касается и девочек, и мальчиков. Я не говорю, что брак это рабство или что-то, но там явно есть какая-то программа, через которую просто, причем при помощи тех же самых социальных стереотипов и социального давления пропускают все пары без исключения, то есть кто-то сопротивляется этому и не идет по вот этой кривой социальной дорожке, а кто-то полностью попадает под вот эту мясорубку, и в итоге для них это превращается не в что-то прекрасное, чистое, светлое, а в какой-то ад на земле. И, конечно же, это очень-очень плохо. И вот эти вот социальные установки и прочее тоже для себя хочу отметить, что я как-то нашла такие тоже вот эти узлы не только у себя там в личностном моменте, но и внутри семьи, которые были, и мы вместе с моим мужем это все убирали, прорабатывали, и, то есть просто искореняли из своей семейной жизни. И я очень рада, что многие ребята тоже отмечают, по крайней мере, вот в клубе я с кем часто общаюсь, да, и некоторые комментарии на ютубе я комментарии все-таки читаю. Кстати, ребята, если кто-то из вас не знал, то комментарии и лайки к видео помогают тому, чтобы видео попадало в тренды, было просматриваемое и помогают донести ту информацию, которую я в видео рассказываю, до других людей, которые, может быть, вообще ни разу меня не смотрели, не видели и как бы не знакомились со мной. Поэтому ваша активность в плане проставить лайк, написать комментарий дает такую маленький-маленький плюсик к тому, чтобы это видео могло пробудить кого-то еще, возможно, кому эта информация нужна. Поэтому, если вы хотите внести от себя какую-то лепту во всеобщее пробуждение, помочь мне в том деле, которым я занимаюсь, то ваш лайк и комментарий это будет очень и хорошее подспорье мне. Но вернемся к тому, что я говорила. Многие ребята говорили мне о том, что у них меняются отношения в семье, что их семья становится более гармонична, что они возвращаются к тем отношениям, которые у них были когда-то там много лет назад, то есть когда они только-только там сходились вместе. Это, конечно, очень здорово. Я сейчас тоже, как я уже сказала, ловлю себя на том, что я возвращаюсь к той мне. Конечно, не во всем, но очень многие моменты я возвращаю свои, которые были у меня до вот этой рутины бытовой и прочего-прочего. И это не только в отношениях в семье, а в отношениях к себе, восприятию мира и прочего. Например, я вернулась к той самой своей позиции, что я никуда не торопилась и успевала больше, чем многие люди, которые меня окружали, просто потому что не бегала как белка вот в этом матричном колесе. И я сейчас уже более поняла осознанно, как это у меня получалось, и каким это образом мне начальник всегда говорил: я как не зайду в кабинет, ты ничего не делаешь, сидишь в телефон, щелкаешь семечки, и при этом у тебя все сделано. Я, говорит, не понимаю, кто ты, человек, как ты это делаешь. Но, говорит, делай то, что делаешь, а я пошел дальше. И примерно вот такая же была ситуация, то есть со всеми людьми, с кем я общалась на работе, они совершенно не понимали, как я это делаю, но у меня это работало. При этом я абсолютно не кипишевала, у меня не было никуда спешки, я очень-очень редко, только когда полный завал работы, у меня была видимость того, что я что-то действительно делаю, вот, но в целом я не уставала, не утомляла ни себя, ни других, и при этом работа, знаете, не волк, она делалась быстрее и лучше, чем другие, поэтому как бы вот этот навык я вспомнила, как я это делала, почему это происходило со мной и прочее.
и обратно вошла в это состояние. Также вернула себе состояние, некоторые лицезрения, которые у меня были, мира. То есть я вспомнила то, как я сильно любила гулять, и многие другие моменты. В общем, знаете, вернулась к той самой мне, которая жила когда-то и чувствовала вот этот вот момент собственной свободы, собственного мира и всего. Ну и, конечно же, развязывание узлов сделали меня в этом плане еще более уверенной в себе, волевой, еще более твердый характер стал. То есть я и до этого-то проявляла очень большую силу воли, которая у меня была, и сейчас этот стержень, он только укрепился. Чего, кстати, желаю вам. Я надеюсь, что каждый из вас найдет вот этот вот способ, и я вам от себя, да, даю все эти инструменты, которые я нашла для себя, которые, несомненно, действенны, и они помогают многим для того, чтобы обрести вот эту силу, внутреннюю уверенность в себе, вот эти все крючки, все это разогнать, убрать, как бы стать лучшей версией себя самого, то есть стать более взрослой личностью, более устоявшейся, поверить в себя, почувствовать свою внутреннюю силу, свои доступы, свою душу, наконец-то восстановить связь души, тела и сознания. Также научиться закидывать намерения и полностью управлять своей реальностью, взять ее в свои руки и стать хозяином самому себе, своим эмоциям, своей жизни. Это очень-очень важно. Я от себя, конечно же, все попытаюсь сделать, все, что от меня зависит, но также, ребята, все зависит не только от учителя какого-то, который с вас способен научить, или не только от какого-то специалиста, к которому вы обращаетесь за помощью, не только от человека, от которого вы берете информацию, но самый-самый главный фактор, который будет самым важным и центральным в том, чтобы вы изменились и в том, чтобы вы какой-то прорыв в своей жизни совершили, это вы сами. Вы сами являетесь самым важным фактором роста для самого себя. Никто за вас таким фактором не сможет стать. Хоть какой там трижды гуру, хоть какой там трижды заслуженный учитель, там какой-то философ, какой-то врач, какой-то там, я не знаю, кто Гудини, еще что-то, никто не сможет вам ничего дать, пока вы сами себе не захотите это дать. Понимаете? Потому что в первую очередь мир зеркалит нам отражение нас самих. Если мы себя любим, значит и мир нас будет любить. Если мы себя оберегаем, значит и мир нас будет оберегать. Если мы сами себе что-то позволяем, то и мир нам это позволит. Понимаете, реальность взаимодействует с нами, исходя из нашего же внутреннего ощущения себя. Люди считывают нас, люди считывают нашу мимику, наши внутренние вот эти вот все процессы, то, как мы говорим, то, как мы себя ведем, наши внутренние страхи. Знаете, вот нам кажется, мы говорим о том, что собака чувствует страх, да, если ты ее боишься, она это чувствует. И мы думаем, что это присуще только собакам, но на самом деле мы сами не осознаем то, что насколько мы также считываем внутреннее состояние другого человека, и мы говорим: вау, это называется эмпатия, я обладаю эмпатией, я могу считывать, да, боится этот человек или еще что-то. И если я осознанно там могу там воспринимать, допустим, эмоции другого человека, вы не представляете, сколько вот таких вот эмоций, внутренних качеств и всего я могу считать там с человека, допустим, по каким-то другим факторам, которые я даже осознанно не восприму, то есть которые признает мое бессознательное, которое будет воспринимать это все, но это даже до уровня сознания не дойдет. То есть это вот эти личные границы, которые мы выставляем, про которые я постоянно, как собачка, попка, попугай, постоянно говорю: ребята, личные границы, личные границы, личные границы, личные границы, личные границы, которые вы должны выстраивать в отношении с этим миром, это ваши правила, которые вы принимаете, это ваш выбор, ваше ощущение себя, и вы говорите: нет, в моем мире будет вот так. И это мир, который вы выстраиваете в первую очередь для себя самого. Это реальность, которая оборачивается к вам тем местом,
с ракурса которого вы на нее смотрите. Поэтому ваши личные границы, ваши правила, которые вы задаете в этой игре, если вы их не задаете, то их задает кто-то другой. И то, что я вам хочу пожелать тоже от всей души всем ребятам, это то, что бы вы просто выходили из вот этих рамок каких-то, которые вас сдерживают, и научились сами свои правила вот эти вот прописывать, сами выставлять свои правила и говорить: нет, я буду играть по своим правилам, у меня будет так, как я хочу, и научились выставлять эти личные границы настолько четко, чтобы никто, абсолютно никто нарушить их не мог. Но у меня на этом все. Вот такие итоги года моего и пожелания, которые я вам хотела сказать. Все-таки я думала, писать или не писать вот этот последний новогодний ролик. Потом подумала, а чё б нет, запишу, поговорю с ребятами, может, которые ждут какую-то весточку небольшую, тем более, что я еще вот что хотела сказать, очень важное. Сначала думала в Телеграм, потом все-таки решила сюда записать, что я хочу взять недельку каникул новогодних, также раз у нас вся страна отдыхает, да, и многие отдыхают, есть новогодние каникулы неделька, и я тоже возьму эту недельку в отдых, поэтому с 1 по 7 число я никакого контента, ничего выкладывать не буду на всех площадках, я просто немножко уйду в себя, в свою семью, хочу покататься на горках, хочу немножко развеяться, и потом с новыми силами приступить к своей основной деятельности, к работе и прочее. Надеюсь, что за эту неделю вы по мне не соскучитесь, ну и также я вам желаю, чтобы вы эту неделю тоже провели успешно для себя, чтобы тоже покатались на коньках, может быть, походили по лыжам, покатались на горках, куда-то вышли погулять, если вы не любите какой-то активный отдых, посидели дома, да, отдохнули, позанимались собой, в общем, почитали книжки, провели свой досуг самым наилучшим для себя образом, таким, который хотите именно вы. И также, конечно же, жду в комментариях ваши итоги года, которые бы вы могли для себя провести, те, которые вы для себя отметили. Не хотите писать, можете просто для себя как-то вот это все проговорить. Я думаю, что для любого человека вот это вот сравнение меня сегодняшнего со мной вчерашним будет очень-очень интересным и важным. Таким образом мы можем вообще отслеживать себя, свой внутренний рост, что я сделал, чего я добился, и как бы посмотреть и сказать: да я был молодец на самом-то деле, или же найти какой-то момент, где мы посмотрели и подумали: вау, наверное, мне нужно что-то попытаться изменить для того, чтобы что-то пошло лучше. В общем, у каждого, я думаю, свои плоды будут, которые принесет ему данный метод. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Пока-пока.